Сегодня на улыбчивые лица украинцев легла печать скорби. Не могу оставаться в стороне и выражаю мою четкую позицию. Нет войне в Украине. Итак, вернусь ментально на несколько лет назад. Жизнь поставила меня перед сложным выбором. Остаться на родине или переехать жить в Украину. И я сделала выбор. На этнической родине, почти с рождения, меня не покидало ощущение одиночества. Вечное преодоление препятствий, придуманных государственной машиной. Поэтому переезд в Украину был намеренным и осознанным. Оглядываясь назад, радуюсь, что прислушалась к интуиции, а не к тем, кто говорил мне: «Куда ты едешь, сумасшедшая? В Украине нацики и фашисты, а они бьют русских, как только те открывают рот, ненавидят кацапов. Тебя вычислят по московскому акценту. Будь разумна, не уезжай». Выбор — вещь сложная. Это всегда прыжок в неизвестность. Признаюсь честно, даже я, продвинутая творческая женщина, сомневалась в правильности выбора, потому что не знала, что меня ожидает в реальности. Доверилась сердцу. И вот я на границе с Украиной, показываю украинскому офицеру паспорт гражданки РФ и слышу вопрос: «Впервые к нам? Не боитесь ехать в Украину?» К чему это он? Подумала я, напряглась, но промолчала. А он улыбнулся и отдал мне паспорт со словами «Welcome to Ukraine». Позднее, гуляя по уютным улицам Киева, я все еще готовилась к тому, что меня вычислят и побьют. Сегодня смешно вспоминать об этом. В реальности Украина оказалась дружелюбной, миролюбивой, культурно развитой страной. Она населена красивыми, умными, талантливыми людьми. Поверьте, есть с чем сравнивать. Меня, коренную россиянку, поразило несколько вещей, которые отмечу особо. Первое — это пьянящее чувство свободы. Никто никого не напрягает. По улицам гуляют взрослые и дети с различным цветом кожи, и украинцы не смотрят на них как на диковинку. Все равны. Храмы разных вероисповеданий стоят рядышком, никого не преследуют и не диктуют условия. Полицейских мало, и они не проверяют документы, не копаются в вещах, не заламывают руки гражданам, как это делают их коллеги в России. Удивили улыбающиеся красивые девушки-полицейские, длинные распущенные волосы, кобура на поясе. Незабываемое зрелище. Дорожная полиция не прячется с радарами в кустах, не останавливает транспорт вдали от блокпостов. Полиция задерживает только злостных нарушителей дорожного движения, и это нормально. Интересно, что никто не сигналит фарами. Необходимости в этом нет. Отметила вежливое обращение киевлян друг к другу. Волшебные слова «спасибо», «пожалуйста» слышу на каждом шагу. Поразило, что повсюду украинцы говорят не только на своем родном языке, но и на правильном, литературном русском языке. В России правильную русскую речь слышала редко, только от коренных москвичей и молодой интеллигенции. А в целом в РФ любят говорить на сленге. Рекламные щиты повсюду. Украинский, русский, английский языки. Вот вам и нацики, подумала я. Ни нациков, ни фашистов за несколько лет пребывания в Украине я так и не встретила ни разу. Поразило изобилие ассортимента натуральных качественных продуктов. Вкуснейшие колбасы, сыры, молоко собственного производства и удивительно свежие, душистые местные овощи и фрукты. Богатый ассортимент хлебобулочных изделий, как обычных заводских, так и изготовленных вручную и испеченных по старинным рецептам. Известно, что президента Украины в РФ называют клоуном. Однако этот веселый, умный лидер сумел сплотить вокруг себя своих бывших оппонентов и противостоит сегодня многотысячной рашистской армии. Наш президент сражается за свободу, и народ всего мира его любит. Может ли похвастаться такой всенародной любовью ботоксный кремлевский зверь-убийца, уничтожающий все живое, бездушный, лишенный сострадания, со стеклянным холодным взглядом? Карлик,
посылает русских мальчишек на убой и тысячами бросает в тюрьмы за слова «война» и «гулаг». Задумайтесь и почувствуйте разницу. Орудие насилия применяет только абсолютное зло. Вы скажете мне, что я лгу, что ваш самопровозглашенный обнуленный лидер решительно захотел покончить с «фашизмом» в кавычках в Украине, что он освобождает народ Донбасса, что он прав, что вы с ним, позовешь последний бой, дядя Вова, мы с тобой и прочая чушь. Отвечу, лечитесь, пока еще есть возможность, пока рак души и сердца не в 4-й стадии, пока еще не поздно. Находясь в подчинении зверя, вы помогли развязать варварское нападение на свободную Украину с целью ее захвата, а не освобождения от фашизма, которого здесь просто нет. Ваша молчаливая, раболепная поддержка, страх, неготовность организовывать внутреннее сопротивление против насилия привели к ужасающим последствиям не только для нашей, но и для вашей страны. Зависть и разобщенность среди населения РФ достигла апогея. Вы хотели вернуться к уравниловке совка и жить в нищете? Поздравляю, вы этого добились. Мы туда не хотим. У нас все было хорошо до того момента, когда вы пришли нас убивать. У каждого украинца были планы на светлое будущее. Мечта жить цивилизованным, а не в русском мире. Однако, чувствуя вашу поддержку, зверь продолжает разрушать не только наше, но и ваше светлое будущее. Будущее ваших детей и ваших внуков продолжает размахивать ядерной дубиной, пугая весь мир. Зверь под названием мировой террорист Пу восстанавливается не только ботоксом, но и энергией погибших на полях Украины, слепо, бездумно подчиняющихся ему сынов России. Знаете, без вас он действительно знак зеро, абсолютный ноль. Прекратите подчиняться, выходите, сопротивляйтесь режиму зверя, остановите войну. Теперь о друзьях. Знаете, что написали мне мои, как я считала, друзья и знакомые из России на попытку рассказать им об ужасах геноцида украинцев? И один сказал мне, чтобы я не волновалась, что уничтожать будут только стратегические объекты и военных, но гражданских трогать не будут. А украинцев уже убивали в городах и расстреливали в посадках. Другой написал, что ничего не знает и не хочет знать о политике. Его хата с краю. Но нет, так не бывает. Политика геноцида и смерти придет и в его дом. Третий сказал, что все на войне погибают, и это нормально, и так далее. Стоп, стоп, погибать это нормально? Никто из них не написал и не позвонил мне первым, не протянул руку помощи и поддержки. И я осознала, наконец, что у меня больше нет друзей в Мордоре. Похоже, что и не было никогда. Не хочу переубеждать никого более. Не стану тратить свою энергию. Она нужна мне для сражения на поле битвы Творца с абсолютным злом. Накануне нападения орков я работала над проектом. Готовилась снять видео, в котором пою, играю на гитаре. Много чего готовила для вас. Но теперь это все у меня отняли ваши ебучие освободители. И буду получать плевки за весь этот рашистский мир. Разозлилась я не на шутку. Я не покину Украину в трудное для нее время. Святая Киевская Русь здесь, в Украине. То, что сегодня называется РФ, образовано Ордой, сердце которой находится в центральной части России, в городе Казань. Так что учите татарский язык, он исконно ваш. Учите древнюю историю и поменьше слушайте безграмотных старцев от Геббельс ТВ. Я снова делаю свой выбор. И он на стороне света. Постскриптум. Рашистские тролли. Даже не думайте здесь тыкать своими корявыми пальцами в кнопки клавиатуры. Превращу в пыль.